Что такое plug and play, mass production мы знаем по домашним компьютерам. Но там везде ответственность ограниченная. Потому что это либо наше развлечение, либо это виртуальный ущерб. То есть мы не оформили документ, потеряли прибыль, там все отказываются компенсировать все. Здесь же ущерб будет реальный. Это размороженные трубы, это остановившееся производство и так далее. Вот кто здесь будет нести ответственность? Раньше нес проектировщик, а теперь он исключается, у нас идет Advantech. Будет Advantech полную ответственность нести или нет? Готов ли он? Окей, я вас понял, вопрос имеет, скорее всего, два варианта ответа. Ivan, question is about the Advantech responsibility when we supply the complete set with the cloud solution, the equipment, for example, which controls the heating in some living environment, in some living region, and the software solution for monitoring and control, cloud solution. Will Advantech bear the responsibility if the system will be hacked or some damage because the region will be closed without heating for sure? What is the Advantech responsibility? We always properly operating our service. I think we could clarify this to our customers. What is our responsibility and what is not. When we work with this partner, I think we will have a clear information for our customers. This is not the issue. Значит, ответ следующий. Если у вас будет действительно такое открытое решение, скорее всего, должно быть заключено трехстороннее соглашение между Advantech, конечным заказчиком и интегратором. Соответственно, ответственность Advantech будет отдельно оговариваться в каждом конкретном случае в применении данного конкретного решения. Все обсуждаем. Нет, понятно, но здесь что такое? Если я говорю, если это завод, я понимаю это решение. А если это масс-продакшн? Если это оборудование ставится в город Екатеринбург, совсем другое. Будьте добры, давайте не будем путать решение совсем масс-продакшн, типа мобильного телефона. Смарт-сити. Стоп. Смарт-сити сам по себе не появляется. Вы не берете, не включаете конкретный район в розетку. Нет такого вещи, как контроллер отопления микрорайона. Вы сами понимаете, что каждый микрорайон уникален. Нет, мы каждую квартиру включаем, там где идем, что это масс-продакшн. То есть берем оборудование Advantech, квартира не уникальна. оно plug-and-play подключается, а потом мы получаем аварию. Что делать? Смотрите, в данном случае ответственность, если вы неправильно примените оборудование. Что значит неправильно plug-and-play? Я вообще Нет, извините, еще раз. Это оборудование не consumer grade. Нет такого понятия, как стопроцентный plug-and-play. Так это такой же интернет вещей? Вы не путайте, пожалуйста, интернет вещей и стопроцентный plug-and-play. Нет такого. Я постараюсь вам показать это решение в своем докладе. Да, давайте мы обсудим это с вами популярно, либо вот в процессе доклада, посвященного областному решению. Я постараюсь показать, как это сделано, рассказать, как вы можете решить эту данную проблему, но еще раз я хочу объяснить. Advantech не работает напрямую с конечным заказчиком. Он работает с ними через вас. И, соответственно, подбор оборудования, ответственность за подбор и конфигурирование оборудования, она не может лечь на Advantech. Так нет, тут не в этом дело. Они же решения поставляют, а не подбор оборудования. Подбор оборудования раньше было, здесь решение. Если бы заказчик обратился напрямую в Advantech, мы бы, соответственно, решали это при прямом взаимодействии. I think for special requests from the local market, and then we Давайте перенесем этот вопрос в офлайн, потому что для действительно высокоответственных применений мы готовы садиться, кулуарно, естественно, не в таком зале, и обсуждать вопросы ответственности Advantech в данном случае. Господа, давайте, если есть, я понимаю, вопрос, да, действительно серьезный, особенно в свете последних событий на Украине, например. Вот, поэтому, если есть действительно решение вопроса, связанного с ответственностью, мы можем их обсудить кулуарным порядком. Я готов ответить на любые ваши вопросы. Все-таки у нас есть остальной зал, у нас есть расписание, которым мы пытаемся придерживаться. Okay, I guess I have to speed up to catch us some time back, right? Таким образом, я сейчас постараюсь ускориться с тем, чтобы все-таки догнать это отставание от расписания. So, thank you, Aveon. Thank you all of you for coming. My name is Tiger from Advantech Taipei. Спасибо всем за то, что вы пришли в этот зал. Меня зовут Тайгер Е.
Okay, I would like to share with you the Advantech solution about the power and energy industry. Мы сейчас поговорим о применениях на рынке электроэнергетики. That's a huge market for the smart substation. From the market report, you can see it's about 400 billion by year 2020. Электроэнергетика – это достаточно объемный рынок, его емкость оценивается в 400 миллиардов долларов. Another bigger market is renewable energy, like the solar and the wind energy. But unfortunately, I know it's not popular application in Russia now. Есть еще один популярный сегмент, связанный с возобновляемой энергией, он также имеет двузначное значение, в России он не очень популярен. Why the smart substation is so important? Because in the past, the substation is so old, so we waste a lot of energy. It's hard to manage it. So now we need a new technology to manage the substation more efficiently. Почему у нас начинают появляться умные подстанции? Кабели греются, мы на них теряем электроэнергию, соответственно, чтобы нам экономить деньги, нам надо достаточно умным образом управлять. Simple to say, make everything smart based on the Ethernet backbone. So you can do the remote monitoring, remote diagnosis, and remote management on the substation in remote sites. Соответственно, чем более подробно вы видите текущий статус оборудования, тем более эффективно вы можете им управлять. Actually, the substation is not only in government utility, but also in the big factories and also transportation power systems. Электроэнергетика – это не только вопрос госструктур и поставки электроэнергии, это еще и подстанции на транспорте, это зачастую собственная подстанция у крупных потребителей, типа алюминиевых заводов. In some regions, like China, like India, they make a lot of investments from governments to upgrade substation. Then that's good. We can do some government business. Зачастую движение в сторону умных подстанций субсидируется государством, например, в Китае, в Индии, поэтому частично это государственные проекты. But however, I know now the government in Russia don't do much on it, but we have a lot of big factories, metal factories, steel factories, copper factories, also the railway, metro. They own substations inside as well. В России с госсубсидиями в этом секторе, к сожалению, достаточно тяжко, но тем не менее у нас есть, во-первых, достаточно большое количество подстанций, присутствующие в металлургии. Металлургии в России много. Есть собственные подстанции и у железнодорожного транспорта, и у метро, и эти компании, как частные, как получастные, также сейчас инвестируют деньги в этот сегмент. So the key message is this: it's not just the government business; it's also the private business for all of you to consider pursue with the right partners. Таким образом, это не только госконтракты, но это еще контракты с частными предприятиями, и о них также не следует забывать. What are applications in this market? There are four major applications. The first one is the SCADA server. The second one is a gateway. The third one is a facility monitoring. The fourth one is a devices monitoring in a process level. На подстанциях есть 4 основных применения, с которыми мы работаем. Прежде всего, это верхний уровень, это серверные, это решение общего управления подстанцией, учета электроэнергии, киберзащиты предприятия. Вторая решаемая задача – это шлюзование данных, поскольку сберегательное оборудование зачастую является старым, а на верхний уровень необходимо поставлять уже данные в виде протокола 61850. Третья решаемая задача – это задача ПАС, задача аварийной защиты оборудования. И четвертая задача – это мониторинг первичных устройств, трансформаторов и тому подобного. The key point is this, because now we talk about a smart substation.
That means everything based on the Ethernet, which means we need computing platform in all of those applications. Like you can have a computer to collect the data from the field to do the processing and report data back to the server over Ethernet. So the computing platform requirements is everywhere on the smart substation. Поскольку основой коммуникации на современных подстанциях является интернет, соответственно, чтобы туда поставлять данные, нам необходим компьютер. Компьютеры соответствующего класса присутствуют на всех уровнях оборудования, они нужны для решения практически всех задач на подстанциях. For the Advantech, fortunately, we are the global #1 industrial computing provider in the market. We have 27% market share in the market. Прежде всего, Advantech — это поставщик оборудования. У нас первое место по поставке ПРО-ПК в мире. We are working with global SI like Siemens, Alstom, Schneider to do the global projects. We are working with local SI to provide the reliable global class solution to do the projects. Во-первых, у нас есть опыт работы с большими интеграторами на рынке электроэнергетики, например, это Siemens, Alstom, ABB, Schneider. Также у нас есть целый ряд местных локальных интеграторов, которым мы готовы передать наш опыт работы с большими именами на похожих проектах. We are also working with the end users, utility companies, to get a vendor approval on the Advantech solution. Также у нас есть опыт контакта с конечными заказчиками, например, с компаниями, поставляющими электроэнергию, для оформления документации на одобрение применения в конкретных местах, конкретных сегментах. For example, in Saudi Arabia, we have done many applications about the oil and gas, factories, refinery systems. Например, наше оборудование в Саудовской Аравии применяется не только для электроэнергетики, у нас есть опыт работы на нефтянке, в том числе с получением сертификатов на применение в опасных зонах. Although we know the gas price is low now, but the same as Saudi Arabia, oil and gas market is an important and huge market in Russia as well. Да, конечно, цена на энергоносители, на нефть и газ сейчас падает, но как для Саудовской Аравии, для России рынок нефтянки также является очень важным. Why do they choose Advantech? Not only because we have leading products, but also have the global services that Ivan just mentioned, which are important to support you the projects in all locations globally. Почему Advantech? Потому что Advantech — это не только оборудование, но и целый ряд дополнительных услуг, о которых Айвен рассказал вам в предыдущем докладе. That's our solution, which is our IPC designed for the substation application. Вот так выглядит наше решение для применения на электроэнергетике. What's the difference between this special substation computer and the regular IPC? В чем отличие оборудования для применения на подстанциях и обычных ПРО-ПК? The first one is a certificate, because the substation environment is much more critical and tough than the regular environment. So there is a global certificate. We call it IEC 61A50-3 certificate. Первое отличие — это прежде всего сертификация на применение в условиях гораздо более жестких, чем стандартные промышленные. Наше оборудование имеет действующий сертификат по стандарту 61850 глава 3, выданный компанией TÜV на применение на подстанциях. In several countries, they have their own standard. Like China has their own, Russia has our own. But however, if you look at details, they all about the same as this certificate.
Да, естественно, многие страны имеют местные стандарты, отличающиеся от стандартов 61-850. Например, в Китае свой стандарт, в России, в общем, тоже свои требования. Но по большей части эти требования гармонизированы со стандартом ИЕЦ 61-850. So for the Advantech, we know even for some end users, they all have their spatial requirements as well. So for the Advantech, we are open to work with you. If you have any projects with a special requirements on the certificate and so on, we can work together and protect your investments and efforts on these end users. Поэтому, если у вас есть какие-то требования, превышающие стандарты, не стесняйтесь обращаться, мы готовы работать с вашими запросами. К примеру, у нас есть опыт работы, например, с парсофт-системами, ночью помянуты, по определению изоляции до 4 киловольт, которые являются местами обязательным на российском рынке. We will work with our partner, Aveon, to have this kind of the protection mechanism to protect your business together. Таким образом, компания АВЕОН может помочь вам защитить ваши инвестиции с тем, чтобы вы получили действительно сертифицированное, действительно оборудование, соответствующее требованиям заказчика, а не просто имеющее некую бумажку. Another key point is this. That for Advantech, our solution is certified by the TUV lab, which is a German-based lab with a global class, the very high standard. Many other suppliers, they say they have it compliant. They do the simple test or by the local lab. But for Advantech, we get a certificate by this global lab, TUV. Обратите внимание о том, что наш сертификат выдан лидером рынка сертификации в мире, компанией TUV. Это не какая-то местная китайская, тайваньская лаборатория, это действительно глобальный лидер. Очень многие изготовители оборудования заявляют о совместимости к стандарту и проводят такой тест на совместимость. У нас выдан действительно полный сертификат по 3 главе. Another special part about his product features. Look at photo. You can see that there are so many Ethernet ports, serial communication ports here, because that's the basic requirements in a substation. They have many devices like protection relay, transformers in the field. They need many interfaces connecting to those devices. Еще одно из отличий оборудования для подстанции – это большое количество коммуникаций. Обратите внимание, достаточно много LAN-портов, последовательные порты установлены прямо на устройство. Мы знаем о том, что подстанция – это точка сбора огромного количества данных от разных устройств. Different applications, they have different I/O requirements. So we also have flexibility for expansion. And unlike regular IPC, they add the third-party Ethernet card, auxiliary card inside. For the Advantech, all those expansions, they are all have certificate together. При этом, естественно, подстанции отличаются между собой, не бывает для них решения. Просто купил из коробки, включил, и оно заработало. Естественно, количество входов необходимо подгонять под решение конкретных задач. Поэтому мы не предлагаем решение. Возьмите чью-нибудь стороннюю карту, сами разбирайтесь с ее сертификацией. У нас есть 2 слота расширения для наших компьютеров. Карты также спроектированы нами. Они также проходили точно такую же тюбовскую сертификацию, как и весь компьютер целиком. Of course, for some applications, customers say the regular IPC cost-effective is good for me enough. No problem. For the Advantech, we are the global leading IPC supplier. We have a wide product portfolio. From this certified IPC into regular IPC, we all have it for you. Естественно, некоторые заказчики могут сказать, ну, мне не устраивает цена на такие сертифицированные оборудования. Давайте я возьму обычный промышленный ПК, я его поставлю, как-нибудь решу бумажные задачи по одобрению. Окей, как это право заказчика, мы можем поставить вам на обычный ПК, если так хочет заказчик. Okay, so this is the test report from TUV.
So it's done. It's not a plan. It's a real test we have done from TUV. Вот перед вами первая страница тест-репорта от Тюва. При необходимости я могу выслать вам полный тест-репорт в PDF-ке. Okay, and I talk about expansion. So we have different kind of the IOs you can choose, like the 45 digital IO, Ethernet, fiber optics, or SFP for different fiber optic expansion. For the IRB high sync purpose, HSR PRP, redundant Ethernet, and also standard PCI Express interface for your own special card installation. Мы готовы предложить вот такой вот диапазон различных специализированных карт расширения для наших компьютеров. Как вы видите, там есть и изолированные 485 порты, и дискретный ввод-вывод, и дополнительные Ethernet-порты, включая как медь, так и оптику. У нас практически готова плата расширения под HSR-PRP. Она сейчас проходит сертификацию, то есть физически его, собственно, можно заказать в качестве образца, пока еще без бумаг. Также у нас есть переходник на стандартную плату PCI, либо PCI Express, если у вас действительно стоит что-то эксклюзивное, специализированное, может быть, даже самими вами спроектированное. Those are our special features I highlight. Except the certificate, we have robot design, like redundant ring, isolation, dual power supply, RED 015 storage, furnace design, and the time sync. О чем стоит упомянуть помимо сертификата с точки зрения аппаратных возможностей таких компьютеров. Прежде всего, LAN-порты могут быть сгруппированы либо собраны в резервированную сеть. Стандартно это идет 2,5 киловольтная изоляция, как по линиям связи, так и по линиям питания. Это двойные блоки питания. Единственное, об этом надо упомянуть при заказе, поскольку для некоторых изделий стандарт является одиночный. Поддержка RAID 0.1.5 без дополнительного оборудования прямо на базовом устройстве. Естественно, это все безвентиляторная серия для повышения надежности. Также мы поддерживаем стандарт 1588 синхронизации времени, который сейчас во второй редакции стандарта установлен. At Advantech, we are the premier partner from Intel to use their latest technology and the long longevity processor. We also have those new technologies from Intel for the virtual machine execution, for the management purpose, or the TPM for the system software encryption, security protection. Компания Advantech является премьер-партнером компании Intel, поэтому мы, естественно, поддерживаем все последние фичи процессоров встраиваемой линейки от компании Intel. Это и поддержка технологий виртуализации, это